мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. На улице у нас еще жара, солнце светит ярко, но благодаря моим любимым заказчикам, которые беспокоятся о утеплении своих деток заранее, я вяжу уже теплые вещи. Поступил мне заказ на комбинезон. Этот комбинезон, мастер-класс по вязанию такого комбинезона у меня есть на моем канале. Я ссылочку вам оставлю. И она меня попросила к этому комбинезону связать также и шапочку. Поэтому шапочку я постаралась связать таким же рисунком, как и на комбинезоне. Вот эта коса, которая проходит по комбинезону, у меня также проходит и по чепчику. И вот сегодняшний мастер-класс я и покажу вам, как связать такой чепчик, шапочку, или как шапочку-чепчик. Она у нас совершенно без швов. Я все ниточки уже убрала, но могла бы, то есть, когда уже мы свяжем, мы с вами увидим, что у нас, если ниточки хватит на весь этот чепчик, как только две ниточки будет. Это первая ниточка, которая образовалась при наборном крае, и последняя ниточка, вторая ниточка, это когда мы с вами уже закончили нашу работу. Чепчик я вязала из бобинной пряжи. Я эту пряжу покупала в остаточках. Она продавалась даже не бобинкой, а уже перемотанная вот на такие, ну да, была не на консах, да, вот на такие эти бобинки она продавалась. И по составу этой пряжи. Состав этой пряжи идет у меня 35% бэби альпака, 35% меринос и 30% акрил. Вот я хочу показать эту бобинную пряжу. Вот иногда мне спрашивают отличие между мериносом и вот именно бэби альпака. Вот бэби альпака, она какая-то немного пушистая. Вот здесь, я не знаю, хорошо видно или нет. Поэтому какое бы, кажется, минимальное содержание бэби альпаки, но пряжа совершенно преобразовывается, она такая становится очень-очень мягкая и немного с небольшим пушком. Метраж у этой пряжи 100 грамм 400 метров. Вы можете взять любую другую пряжу, и уже от состава пряжи будет у вас и чепчик, на какой сезон года вы будете его носить. Можно связать из, например, смесовой пряжи хлопок с акрилом. Это уже на прохладное лето. Можно акрила с мериносом. Это будет уже на весну или на осень. Если вы выберете стопроцентный состав, стопроцентный меринос, то уже это будет прям очень-очень даже теплая шапочка, под которой достаточно будет поддеть хлопчатобумажный чепчик, ну типа поддевы, и уже сверху капюшон, и будет прям очень-очень тепло. А если уж вот как у меня связано из бэби альпаки, как вот это у меня как сведения из интернета, что альпака в 7 раз теплее, чем меринос, получится очень даже теплая вещь. Поэтому именно вот и с содержанием альпаки у меня и заказывают люди, которые живут в очень таких холодных условиях и не жалуются, что... Как не жалуются, наоборот, то есть очень рады, что благодаря такому составу ребенку очень даже тепло и уютно. Я взвесил свой чепчик. У меня ушло на этот чепчик 42 грамма. Вот такой он прям легенький получился. И я вязала спицами 4,5. Поэтому теперь мы с вами только приступаем к нашей работе. Приступаем к нашей работе. Я набираю на спицы четверочка 72 петли.
70 петель у нас с вами основного полотна и 2 петли кромочные. Я буду набирать итальянским способом. Вы набираете, как вам удобно. Я буду набирать на одну спицу, чтобы резиночка более плотно прилегала к голове. Первую петельку набираем как обычно. И вторая петля. Ниточку я завожу, спицу я завожу под ниточку. И петельки перекрещиваю сверху. И первая петля связана. Теперь мы подхватываем петельку, которая у нас с вами идет от указательного пальчика. И также сверху вторая петля. И повторяем от большого пальца ниточка, которая идет. Еще одна петля, третья. Теперь от указательного. И так постепенно мы с вами набираем наши петельки. У меня есть подробный мастер-класс, как набирать таким способом. Ссылочку я вам оставлю. Поэтому, если вдруг будет непонятно, то в подробном мастер-классе я показываю, как сказать, в том мастер-классе я более подробно показываю, как надо набирать эти петельки. И я наберу 72 петли. Я набрала все петельки. И следующих 2 ряда я вяжу одинаково. Первую кромочную петлю мы с вами снимаем. Теперь у нас с вами лицевая петля. Я ее провязываю лицевой. Следующую петлю я снимаю с одной спицы на другую не провязанной нить перед петлей. И продолжаем. Лицевая, петлю снимаем, нить перед петлей. Снимаем, лицевая, следующую петельку снимаем, нить перед работой. Так я свяжу этот ряд и следующий ряд. Я связала 2 ряда. Вот такой наборный край у меня получился. И теперь я уже перехожу на резинку 1 к 1. Это чередование одной лицевой, одной изнаночной. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. И так я буду продолжать вязать дальше. Я связала резинку. Связала я 6 рядов. У меня получается это, я сейчас измерю, 2,5 сантиметра. И сейчас я перехожу на спицы большего размера. Теперь у меня будет спица 4. И буду вязать уже нашим рисунком. Сейчас я поменяю вторую спицу. Здесь я изобразила порядок чередования узора арана и косы. По 4 петли у меня коса, я изобразила ее, нарисовала оранжевым цветом, а аран из 12 петелек я нарисовала синим цветом. У меня идет такое чередование: коса, аран, затем 2 раза коса, аран, опять 2 раза коса, аран и заканчивая косой. И между нашими косами и араном у меня будет по 1 изнаночной петле. Поэтому я начинаю с 1 изнаночной петли.
1 изнаночная петля. 4 петли кос. Они вяжутся на 4 лицевых петельках. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная. Теперь у нас с вами идет аран. Схема арана. Мы провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Здесь у меня 12 петелек. Я провязываю 2 лицевые, 2 изнаночных, 4 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. У меня аран закончился. И переходим дальше, смотрим. 1 изнаночная, 4 петли косы. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная, 4 лицевых петли. 1 изнаночная. И уже дальше у нас с вами будет аран на 12 петельках. И продолжим. Вот согласно этого распределения рисунка. Я довяжу ряд до конца. Изнаночный ряд, как и все последующие ряды, мы с вами будем вязать по рисунку, так как смотрят наши петельки. Над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными петельками изнаночные. Так я провяжу 4 ряда. Я провязала 4 ряда. Теперь мы с вами вяжем 5 ряд. В 5 ряду мы в аране делаем перемещение наших петелек и также в косе начинаем наш перехват. Для этого кромочную мы снимаем, 1 изнаночная, наша коса, 2 петли мы снимаем. Сначала я покажу, как можно делать с помощью дополнительной спицы. 2 петли мы снимаем и оставляем перед работой. Провязываем следующие 2 петли. Теперь с дополнительной спицы переносим наши петельки и провязываем их лицевыми. Вот у нас с вами получилась наша коса. И уже вяжем 1 изнаночную и теперь наш аран. Наш аран в 5 ряду провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас нам с вами надо наши петельки также поменять. Здесь я вам показывала, как делать перехват с помощью вспомогательной спицы. А теперь я покажу, как делаю я без спицы. Я просто 2 петли снимаю и следующие 2 петли провязываю лицевыми. Непровязанные петельки я возвращаю на левую спицу, аккуратненько снимаю провязанные и их возвращаю на правую спицу. Вот у меня что получилось. И теперь мы с вами провязываем наши петельки. И получился такой же перехват. И продолжаем вязать. 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная между нашими косами, которые проходят и аранами. Теперь у нас коса. Делаем перехват наших петелек, меняем их местами, 2 петли и 2 петли, и уже продолжаем дальше. То есть у нас с вами дальше идет аран, коса и все по рисунку. Так мы с вами ряд провяжем до конца. Изнаночные, повторюсь, мы вяжем по рисунку, как смотрят наши петельки. Над лицевые лицевыми, над изнаночные изнаночными. 7 ряд. В
косах мы перехваты делать сейчас не будем. Я буду делать в каждом шестом ряду. Вы делаете по своему, на свое усмотрение. Можно, как вот я в каждом шестом. Если хотите, чтобы они были более так завернутые, значит, можно делать в каждом четвертом или в каждом восьмом. Тогда они будут более редкие. Но я буду делать в каждом шестом. Поэтому сейчас я просто провязываю 4 лицевых, 1 изнаночная, и я дошла до арана. Наш аран мы с вами, у нас идет следующее перемещение. 2 лицевые я оставляю перед работой, провязываю 1 изнаночную и меняю местами, провязываю лицевые. Теперь следующее перемещение. 1 изнаночную я оставляю за работой, 2 лицевые, меняю местами, провязываю 1 изнаночную. И также 2 лицевые перед работой, 1 изнаночная. Поменяла местами, провязала лицевые лицевыми и 1 изнаночную оставила за работой, 2 лицевые и 1 изнаночная. И вот уже у нас с вами, вот смотрите, что у нас с вами получилось. И уже я дальше продолжаю вязать 4 петли нашей косы, 1 изнаночная, и следующее у нас с вами будет такое же перемещение в аране, которое по центру и с другой стороны. Изнаночный ряд мы вяжем без изменений. Над изнаночными изнаночные петельки, над лицевые лицевыми. 9 ряд. Кромочную снимаем, 1 изнаночная. Я провязываю 4 лицевых петли нашей косы, 1 изнаночная, это между косой и араном. И теперь уже переходим к арану. К арану у нас с вами провязывается 1 изнаночная, 2 петли лицевых я снимаю и оставляю за работой, провязываю 2 лицевых следующих, меняю местами и 2 лицевых. У нас с вами получился перехват слева направо. Следующий перехват будет у нас наоборот, справа налево. Поэтому мы 2 петли оставляем перед работой, провязываем следующие 2 петли лицевыми, снимаем петельки, меняем их местами и 2 лицевые. И уже последние изнаночные. Вот что у нас с вами получилось. И продолжаем вязать дальше, делая такой же перехваты на 2 других наших аранов. 11 ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, и сейчас я буду делать перехват в моей косе. 2 лицевые я оставляю перед работой, провязываю следующие 2 лицевые, меняю местами и 2 лицевые провязываю, 1 изнаночная. И сейчас у нас с вами идет уже перемещение в нашем аране. Для этого 1 изнаночную я оставляю за работой, провязываю 2 лицевые, меняю их местами, провязываю 1 изнаночную. Теперь 2 лицевые оставляю перед работой, провязываю изнаночную, поменяла местами, 2 лицевые
И также повторяю. Одну изнаночную за работой, 2 лицевые, меняю местами, 1 изнаночная, 2 лицевые перед работой, 1 изнаночная, меняю местами, 2 лицевые. Вот у нас с вами что получается. Изнаночная. И теперь у нас с вами коса. В косе я делаю перехват. Если вы так же, как и я, делаете в 6-м ряду, значит вы делаете сейчас. Если по-другому, значит делаете как у вас по рисунку. И так я продолжу до конца ряда. 13-й ряд. 13-й ряд мы с вами вяжем так же, как и 5-й ряд. 1 изнаночная, за исключением у нас с вами не будет перехват в косе. 4 лицевых, 1 изнаночная и на шаран 2 лицевые, 2 изнаночные, делаем 2 лицевые, оставляем перед работой, провязываем следующие 2 лицевые петли, меняем наши петельки местами, провязываем лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Вот наш шаран с вами связан. Следующий у нас с вами идет 14 ряд изнаночной. Мы его вяжем, как смотрят петельки. И на этом раппорт нашего рисунка мы провязали полностью. То есть 15 ряд мы с вами начинаем вязать как первый. И повторяем наш рисунок по нашей схеме. От резинки я провязала 28 рядов. У меня это получилось вместе с резинкой вот 12,5, ну почти 13 сантиметров. И сейчас я буду вывязывать затылочную часть нашей шапочки. Затылочную часть я буду вывязывать по принципу вязания пятки, поэтому я разделила свою работу на 3 части. У меня получилось на боковых частях по 23 петли и центральная часть 24 петли. Я провязала в 29 ряду, это у меня лицевой ряд получается, я провязала до 1 маркера боковую часть. Теперь вот у меня центральная часть провязана практически полностью. Вот мой маркер. Я вяжу, довязала центральную часть, и у меня осталась 1 петля. Теперь я маркер уберу. Последнюю петлю центральной части и первую петлю боковой части я сейчас буду провязывать их вместе. Буду провязывать по лицевой стороне лицевой петлей. Я провязала. Теперь работу я поворачиваю. Первую петлю я снимаю и вяжу по рисунку до нашего маркера. Центральную часть я уже вяжу без переплетений, так как у меня идет рисунок. Он будет в виде резинки, даже не в виде резинки, а чередование лицевых и изнаночных петелек. Сейчас я довяжу вот этот ряд. У меня получается 1 петля от центральной части не довязана. Я маркер убираю и последнюю петлю центральной части, первую петлю боковой части я провязываю вместе изнаночной петлей.
у нас с вами получается, что по лицевой части по лицевой стороне мы с вами будем вязать, провязывать 2 петли вместе лицевой, по изнаночной стороне 2 петли вместе изнаночной. Вот что у меня получается. Так у меня рисунок. У вас, например, если вы не попадаете в мою плотность, рисунок может быть маленечко, вот петли будут по-другому, но тут роли не играет. Я просто решила делать их без переплетений, для того, чтобы не переживать, хотя они аранные мягкие, но все равно, чтобы именно затылочная часть была более ровная. Ее можно, конечно, вязать также и просто платочной вязкой или просто лицевой вязкой, но множество вариантов вы выбираете сами. И теперь я работу точно так же продолжаю. Вяжу, как у меня смотрят мои петельки. Вот в моем случае я могу сказать, это, например, 4 лицевых, 1 изнаночная. Сейчас 2 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 1 изнаночная. И я уже дошла до... так, нет, 2 изнаночных. Здесь я вот петельку просто ошиблась. Так, 2 изнаночных. Так, значит, еще раз вот повторю. Значит, 4 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная и 4 лицевых. И вот теперь моя последняя петля центральной части. Я провязываю ее с первой петлей боковой части 2 петли вместе лицевой. Работу поворачиваю и продолжаю делать, вязать таким образом, что у меня будут, что петли центральной части остаются неизменными, их так и будет 24, а петли боковой части постепенно будут у нас с вами убавляться. Вот что у меня получается после нескольких убавлений. Так формируется затылочная часть нашей шапочки. И теперь еще нам с вами надо будет сделать несколько убавлений именно в центральной части, для того, чтобы к шее вот эта часть у нас с вами немного сужалась. Сейчас, видите, она вот такая по голове получается, ну, широкая. И мы теперь будем постепенно эту центральную часть также сужать. У нас с вами должно быть где-то 5-6 сантиметров к концу нашей работы. Я посмотрела, это у меня где-то 10-12 петелек. Поэтому мне, значит, надо убрать, вот у меня центральная часть 24 петли, мне, например, надо убрать около 12 петелек. 12 петелек с двух сторон, значит, мне надо сделать 6 убавлений. Вот я, чтобы не запутаться, я маркерами отметила те петельки, когда мне надо будет, я буду привязывать и боковую часть, и в то же время я буду убавлять и центральную часть нашей, вот, или затылочную часть нашей шапочки. У меня получается вот таким образом. Я буду провязывать вот два раза я буду убавлять только боковую часть, третий раз я буду вместе с боковой убавлять и нашу центральную часть. Сейчас я покажу, каким образом. Я продолжаю вязать только центральную часть. Вот я дошла до конца центральной части, оставила 2 петли. И теперь, чтобы у нас с вами по краю вот проходила такая дорожка из лицевых петелек, я поэтому предпоследнюю и последние петельки поменяю местами.
Я их поменяла. И теперь провязываю эти 2 петли и вот эту третью петлю боковой части, или первая петля у нас с вами боковой части, вот эти 3 петли я провязываю вместе. Вот у нас с вами убавилась наша боковая часть. Маркер я убираю. И теперь продолжаю также нашу работу. Первую снимаю петлю, вяжу по рисунку. Также у меня остается 2 петли. Я их предварительно меняю местами. И провязываю 3 петли вместе изнаночной петлей. Работу поворачиваю и продолжаю вязать. Следующий вот у меня будет убавляться только боковые петельки. Центральную часть я оставляю без изменений. Когда дойду до следующего маркера, значит в этом ряду я убавлю и по одной петле с 2 сторон нашей центральной части. И так я провяжу до конца, до тех пор, пока у меня петли все вот по боковым частям не закончатся. Я довязала до конца. Вот что у меня получилось. И теперь мы будем вязать резиночку, которая проходит вдоль шеи малыша. Я буду петельки набирать из цепочки, которая образовалась, когда мы вязали. У нас край был связан кромочными петлями, поэтому вот из цепочки, которая образовалась за счет кромочных петелек. Вот у нас эта цепочечка, и я ее подхватываю с лицевой стороны и петельку достаю, и в следующую также. И так я наберу наши петельки. Я добрала петли до конца ряда, и теперь первую петельку я снимаю и вяжу резинкой, чередуя одну лицевую, одну изнаночную. По затылочной части, вот здесь, где у нас петельки переходили, я вот эти петли провяжу 2 петли вместе лицевой, следующие 2 петли вместе изнаночной. Я чуточку сделаю, чтобы плотнее прилегала к голове, не к голове, а к шее. Поэтому несколько петелек убавлю. Вы смотрите можете померить, чтобы, если, например, у вас петелек достаточно, то убавляйте, и это можно и не убавлять. Но я вот решила немножко убавить, чтобы было более плотнее. И у меня осталось последний. Так, у меня здесь лицевая, это у меня будет провязана изнаночной. И уже здесь также я из боковой косички набираю петли. Только уже у нас с вами здесь идет, мы петельку
достаем маленько другим образом, потому что это у нас с вами лицевая часть, лицевая сторона. И я наберу петли до конца и перейду на резинку 1 к 1 и провяжу, ну, наверное, сантиметра 1,5 на 2, чтобы вот именно эта резиночка проходила по шее нашего малыша. Я связала резинку 4 ряда и сейчас буду вязать завязочку. А завязочку я буду вязать с помощью крючка. Для этого я 2 последние петли переношу на крючок и провязываю их вместе. И набираю цепочку из воздушных петелек. По длине цепочки и будет определяться длина наших завязочек. Чем длиннее цепочка, тем завязочки будут длиннее тоже. Сейчас я посмотрю приблизительно. Так, этот еще коротенькие. Еще немножечко. Так. Ну, вот этого вполне достаточно. И теперь я буду вязать столбики без накида в каждую петельку нашей воздушной цепочки. У меня получается, что я как бы продвигаюсь обратно к своей работе, то, что мне и надо. И вот таким образом я сейчас провяжу еще несколько столбиков без накида. И вот таким образом у нас с вами будет уже готовая завязочка. Итак, я свяжу столбик без накида до тех пор, пока не дойду до последней петли. Я связала всю завязочку. Вот что у меня получилось. Теперь крючок мне уже пока не нужен. Теперь я буду закрывать нашу резинку. Закрывать я буду эластичным способом. Для этого мы первую петлю оставляем на спице, на правой. Теперь у нас с вами изнаночные. Мы делаем накид от себя, провязываем изнаночную петельку, накид перекидываем через петлю и предыдущую петлю. Теперь у нас лицевая. Накид делаем к себе, провязываем лицевую, перекидываем накид и предыдущую петлю. И будем так чередовать. Перед изнаночной петлей мы делаем накид от себя, провязываем 2 петельки, перекидываем. Перед лицевой накид делаем к себе. И таким образом я закрою всю резиночку. Затем также в конце свяжу цепочку из воздушных петелек. И потом, как и вот эту завязочку я свяжу, провязав по цепочке из воздушных петелек столбики без накида. И на этом наш чепчик будет у нас с вами готов. Останется только его постирать, и уже можно одевать на нашего малыша. Я постирала чепчик. Даже не стала его отпаривать, так как петельки все легли очень ровно. Вот такой он получился у нас с вами. Это один аран. И вот по боковой части араны. И уже хочу показать по
задней части. Иногда меня спрашивают, вот когда чепчик вяжут, ой, у меня как-то получается топорщится. Я хочу всегда отвечать в таком случае. Мы же с вами вяжем не на прямой круг, вот который, например, там вот начертили мы на доске, он прямой. Голова у нас немного такая закругленная. Поэтому не переживайте, на голову вот именно это, и все прекрасно сядет. Вот я сейчас хочу показать, у меня такая есть кукла. Вот кажется все, вот эта топорщащая часть. Вот смотрите, как она одевается на голову, и как она уже прекрасно у нас с вами все облегает голову нашего малыша. Поэтому не переживайте, что у вас в процессе работы вот именно как-то немножко топорщится. После стирки, и когда вы оденете на голову, все будет прекрасно смотреться. И пока я пока я доснимала материал по вот этой шапочке, у меня очень близкая знакомая пришла ко мне в гости и увидела эту шапочку, и уж очень она ей понравилась. И поэтому она меня попросила связать такой же чепчик, но меньшего размера. Вот я покажу меньшего размера чепчик. И этот чепчик уже связан на возраст от 3 до 6 месяцев. И я хочу вам немного уточнить по расчетам. Здесь я набирала 60 петелек плюс 2 кромочных. Вот у меня 60. И в длину я вязала, по-моему, на 4 или на 6 рядов короче. И просто я хочу вам показать, что если вы вдруг не попадаете в плотность, которую я именно вяжу, не переживайте. Вы можете, например, добавить или убавить косы. Вот здесь, в отличие от большего размера, здесь у меня по краям проходит по одной косе. Здесь этих кос нет, я их убрала. Поэтому вы точно так же, если вы не попадаете в плотность или у вас получается, например, больший размер или меньший, вы можете или добавить косу, или можете наоборот ее убрать. Можно, например, здесь сделать вот эти косы убрать, можно не 3 вот больших арана сделать, можно сделать 4. Поэтому вот множество вариантов, как именно не приспособить, а как именно сделать, чтобы чепчик подошел вам по вашему размеру. Поэтому пробуйте, вносите свои изменения, вносите свои корректировки, у вас получится прекрасная вещь, в которой вашему малышу будет всегда очень даже удобно и тепло, и комфортно. Поэтому до свидания, мои дорогие, до новых встреч!